Здрасте всем, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про котенка по имени Тишка. Его история началась в 3 часа ночи, он разбудил меня в 3 часа ночи, я слышу, как плачет маленький котенок где-то совсем недалеко от моего дома. Я выхожу на балкон, смотрю вниз, и я не вижу, откуда идет плач. В 3 часа ночи в спальном районе котенок может плакать за несколько домов от тебя, а ты будешь думать, что это происходит рядом с тобой. Я стоял на балконе и пытался что-то увидеть, вдруг я вижу, по дороге бежит маленький, грязный, такой маленький комочек и бежит в сторону моего дома. У нас внизу соседи делают ремонт, и у них на участке все заброшено стройматериалами. Строители заканчивают работу в конце дня, закрывают ворота и уходят. И мне показалось, что он забежал именно в эти ворота. Я спускаюсь вниз, стою около этой двери и пытаюсь прислушаться, откуда идет плач. Но он замолчал, как бы полная тишина, ночь, тишина и ничего нету, вообще ничего не шевелится. Я взял фонарик, но мне почему-то показалось, что он забежал именно туда. Взял, значит, я фонарик, засунул руку между дверью и стенкой, и цепью, и пытаюсь там что-то увидеть. И вижу, значит, как сидит такое чудо, 2 где-то месяца примерно, грязный, с очень красивыми глазами, такими выразительными, сидит, смотрит на меня. Естественно, что рукой достать я его не могу, выходить ко мне он не собирался. Все, в общем, все, что я мог сделать, это просто оставить ему там еды. Я засунул руку как можно дальше и оставил ему там еды. И я пошел домой и думаю, завтра утром придут строители, откроют мне дверь, и можно будет зайти, посмотреть, может быть, можно будет его поймать. Но на утро его там не оказалось. Мы увидели его напротив в доме, с помощью картонной коробки мы его поймали, нам удалось его поймать и принесли его домой. Принесли его домой, он в принципе был целенький, он не был поломан, все было с ним нормально, единственное, что он был очень сильно сопливый, он очень сильно был больной. И надо было давать ему лекарства. Через 7 дней примерно мы взяли его к доктору для того, чтобы доктор посмотрел, еще раз послушал, все ли с ним нормально, и сказал, что нам делать дальше. Доктор посмотрел, сказал, что все хорошо, надо продолжать дальше делать лекарства, что с ним все хорошо, он начинает отъедаться, и мы стали искать ему дом. Мы сделали несколько фотографий, сделали объявление и стали искать ему дом. Через несколько дней со мной связалась семья. Они спрашивали, если мы еще не отдали Тишку, если можно взять его себе. Я сказал, нет, мы его еще не отдали, и мы, конечно, с удовольствием его отдадим, но я бы хотел задать вам несколько вопросов. Обычно мы спрашиваем по поводу семьи, были ли раньше животные в доме. Спрашиваем это только для того, чтобы понять, насколько люди понимают, что такое держать животное в доме, и понимают ли они всю ответственность этого непростого процесса. Но семья очень хорошая. Они рассказали мне историю, у них был кот, который прожил у них почти год, они очень его любили, и он умер от неизлечимой болезни. Это болезнь, которую нельзя было вылечить, и как бы сколько они ни пытались, они все равно бы ничего бы не сделали, к сожалению. Так бывает. После того момента прошло 4 месяца, и они долго думали, брать кота или нет, и вот они решили взять. Мы договорились о встрече и отвезли им Тишку. И сегодня мы везем котенка Тишку в новый дом. Тишка, идем покажемся. Давай, не будешь ругаться? Это малыш. Вот такой. Это Тишка, да. Это Тишка. Малыш Тишка. Значит, да. Значит, слушай меня внимательно. По традиции. Значит так. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу, быть хорошим котиком. Все понял? Облизывается, смотри. Все, иди спать. Иди назад. Тишка в новом доме, конечно, он вот так вот. Все коты в новом доме ведут себя по-разному. Тишка, он был уставший, он хотел спать. Типа, знаете что, я рассмотрю потом, отстаньте от меня, я хочу спать. Он залез там в домик, мы ему оставили его любимое одеяло, и он сидел там, значит, в этом домике, в этом одеяле спал, и через... Все, и мы так его оставили и уехали. Все, где-то буквально через 2 часа мы только приехали домой, нас просто завалили фотографиями, Тишки в доме во всех местах. В общем, короче,
Он попал в очень хорошую семью, и это на самом деле очень хорошо, ему очень повезло. И еще был такой интересный момент, когда они прислали мне фотографии своего предыдущего котика, и я смотрю на фотографиях такой просто красивый, шикарный, породистый кот. А я пишу им обратно, говорю, ну Тишка, он же дворовой, он не породистый. А они мне говорят, Олег, а нам это не важно, это не важно. И я подумал, как все-таки хорошо, что есть люди на земле, которые живое не делят на породистое и непородистое. Вот так закончилась история про Тишку. И сейчас он в новом доме, с ним все хорошо. Все, на сегодня все. Берегите себя. Удачи всем. Всем пока.